Москва. Во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы. Я должен сказать, что такого триумфа, вот то, что сейчас показали, нам пережить не удалось. Потому что увольнялись старшие года из армии, их встречали. Мы, молодежь, оставались служить. Это я был в это время в Австрии. Первый Украинский фронт перешел и базировался в Австрии. И почти 4 года я прослужил еще в Австрии. И мы, конечно, видели, телевизоров не было. Только когда в отпуск приехали, отпустили нас в отпуск уже где-то в 1947 году, только тогда я увидел настоящих фронтовиков, которые занимались там, строили, значит, разрушенные и так далее, и так далее. Поэтому, ну, мы как могли, отметили, конечно. Это для нас было что-то бесподобное, потому что ночью подняли по тревоге и крикнули, значит, что такое случилось, подъем. И мы соскакивали, кинулись к автоматам, а нам говорят, победа, понимаешь, победа, значит, отмечает победу. Вот так мы встретили. Но встретили мы ее в Чехословакии. Но когда 9 мая, мы практически еще воевали до 14 мая. Потому что в это время группировка, которая осталась в Чехословакии, она не хотела сдаваться и хотела перейти к англичанам, чтобы только они взяли в плен. Но наши, конечно, с этим не согласились, и пока мы эту группировку не добили, мы с воздуха бомбили, понимаешь, и у нас еще погибло 2 экипажа. Так что, говорят, когда ты погиб 14 числа, это вроде после войны. Поэтому мы все служили и очень долго. И у меня получилась служба почти 7 лет срочной службы. Вот это вот от фотографии сейчас перед вами. Это как раз вот ребята, которые увольнялись, решили сфотографироваться на пешке, на которой мы летали. Но получилось так, что я как фотограф, но меня на фотографии не сделали потом, но отдельные. Вот это сфотографировали, и каждому, тот, кто увольнялся, значит, уходил с армии, значит, дарили такую фотографию. А вот эта вторая фотография, это когда я прибыл 17-летним мальчишкой, я так и написал, 17-летние мальчишки прикрыли Родину собой. Мы прибыли на Курскую дугу. Сколько нам было? По 17 лет, 17-18 лет. Здесь вот меня отсюда отобрали, потому что был комсомольский секретарь роты, когда сформировали. И меня послали на курсы сержанта, пока еще пошла подготовка. Ну, а главное, мы продолжали укреплять значит, землянки, окопы, то есть, короче говоря, свое место проживания. Вот. Поэтому до 5, даже до 7 июня, понимаешь, у нас работа была
Ну и кроме того, нас там гоняли, учили по-настоящему стрелять и так далее. Я стрелял отлично, потому что я сибиряк, и у нас с детства, с 6-7 лет с собой было ружье, поэтому мы стреляли зайцев и так далее. Поэтому я и еще один нам калмык, мы стреляли на 5. И нам только 2 присвоили звание сержантов, а остальные все младшими сержантами. Вот таким я пришел, командующий роты, командующий фронтом, говорит: слушай, сержант, а ты откуда призывался? Я говорю: я призывался с Средней Азии, а сам откуда? Я говорю: из Сибири. Так давай тогда к сибирякам. Вот так я попал в сибирскую роту, отдельно особая рота, которая бросалась в самый трудный момент, выставил там, где было нужно. И представьте, в моем положении, надели на меня мундир, значит, ну ничего, кроме мундира и погонов ничего нет. И я когда зашел, представился, вот я прибыл командиром, сержантом к вам. Они, значит, посмотрели на меня, значит, я говорю: ребята, а что, с вас никого нельзя было выбрать сержантом? Ведь вы же все годитесь меня, вот и как я буду командовать? А тебе командовать не надо, у нас должна быть определенная должность. Ну и я был очень рад потом, потому что действительно, может, благодаря вот этих ребят я остался жив. Если я говорю, когда закончилась Курская дуга, то с отделения с 12 человек наших живых вышло только 3. День Победы – это веха в жизни 170-миллионного народа, который назывался советским народом. 9 мая он вошел в жизнь наших народов, наших государств, как память геройства и память скорби, как память победы и как память величия подвига поколения людей, которые вступили в бой с фашизмом на заре 1941 года и 9 мая. Усилия, кровь, жертвы принесли долгожданную победу, за которую были отданы лучшие жизни лучших людей нашей многомиллионной Родины. Этот день был долгожданный. Война шла к концу. В каждой семье ждали живого возвращения своих отцов, сыновей, братьев, сестер. В каждом окопе, на кораблях ждали возвращения в мирную гавань, к мирной жизни, к столь знакомому и столь жданному причалу. Поэтому сказать, что это радостный день, это ничего не сказать. День Победы – это не просто праздник, это величайший праздник. К сожалению, на него идут атаки, потому что величие победы нашей не всем нравится. И наша задача молодежи знать цену этой победы и беречь ее. Не сбережем знамя победы, отношение к знамени победы, не сбережем мир в нашем государстве, мир для нашего народа.